arak çekiden girer. Azhi zanona arak çekiden girer. Miraviyum miravi, handakunon miravi. Miraviyum miravi, handakunon miravi. Handakunon çiboşa, cilvakunon miravi. Handakunon çiboşa, cilvakunon miravi. Çakra çekiden girer, çekiden girer. Çakra çekiden girer, çekiden girer. Azhi canona, arak çekiden girer. Azhi canona, arak çekiden girer. Miraviyum miravi, handakunon miravi. Miraviyum miravi, handakunon miravi. Handakunon çiboşak, cilvakunon miravi. Handakunon çiboşak, cilvakunon miravi. Çakra çekiden girer, arak çekiden girer. Çakra çekiden girer, arak çekiden girer. Demasiado imagino yo na rachudaya o asma sabitu varenia argo demasiado imagino yo na rachudaya o asma sabitu demasiado imagino yo na rachudaya پژمردگان را زنده کنم و مردگان را حیات تازه دهم منم آن روشنایی که راه دیده بنمایم منم شاهباز دست بینیاز که پربستگان را بگشایم و پرواز بیاموزم و پرواز بیاموزم. Ну, краткий перевод. О чем? Это говорит слова Бога. Я такая птица, которая могу открыть тех, которые они, мой перевод будет очень недостойный. Те, которые они унижены в этом мире, я могу дать им такую силу. И вроде маленьких птиц, которые я им научу, как летать. Türdü çubuğu kolganıp tüvaydadım kulgakı Töngünge жеткенче мен жüvaydadım kulgakı Allah жалгыз Kur'ançın bilesin bir gülgakı Allah Taala dinine giresin bir gülgakı Akşayıdan göynöktü giyesin bir gülgakı Ha düğünödö beyiş bara bilesin bir gülgakı La ilahe illallah Muhammed Resulallah Hasbirabın Callallah Nur Muhammed Resulallah Allahü 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 У меня загадка для взрослых. Ну, давай. Так вот, И фокус давным-давно в кыргызских степях, вы знаете, да, были разные племена, и в Чуйской долине был один Байманап, у него была очень красивая дочка Чолпон, звали ее, и свататься к ней приезжало очень много из этих знатных семей, много кыргызов с юга, с севера, с Таласа, даже с Казахстана. Но Чолпон ни за кого не хотела выходить замуж. Ей хотелось одной. Но когда ей исполнилось 18 лет, ее отец Тарайби
Он строго ей сказал: дочка, ты должна выйти замуж. И в этот момент в стойло этого хана прискакали 2 джигита из 2 очень достойных племен просить руки Чолпон. И отец Тараби ей говорит: все, вот 2 джигита, выбирай одного. Ты все, уж выбора у тебя нет. И Чолпон тогда сказала: хорошо, отец, я согласна выйти замуж за одного из этих джигитов, чей конь прискачет последним в скачке. И тогда, когда желание Чолпон было передано этим джигитам, они опишили, что скачки. обычно кто первый прискачет. Да? И они пошли к одному мудрому аксакалу, а он жил в степи. И когда они зашли к нему в юту, посоветоваться, да, они условия это объяснили. Он дал им один совет, простой совет. И услышав этот совет, 2 джигита выскочили прямо из юрты, скочили на коней и помчались к Чолпон, чтобы первым прискакать к ней. Так вот, загадка, какой совет дал им вот этот аксакал? Так. Они помчались прям, да? Прям, Переменили коней. Очень интересно. Так, подумайте дальше. Вот смотрите, 2 джигита. Да. А, Марат, вы уже знаете, да? Кто ответил? Так, пускай подумают другие. Один человек здесь ответ дал уже. А вы не слушали? Да, нужно было очень внимательно слушать этого человека, но вы не услышали этот ответ. Поэтому думайте вы. Ответ утром, да? Ответ был дан, он прозвучал. Вспомните, какой был Поменяли ответ. лошадей. Так, а как они поменяли лошадей? Ну, один на другой сел, другой на этот. Правильно. Между собой поменялись. Молодцы, да? Все, ответ нашелся. Ответ, да, просто поменялись. А почему смысл-то какой? Вот подумайте, какой там смысл поменяться конями. Нет, там вначале был вопрос Там поставлен. же чей кто- конь чей придет конь? последний, правильно? Последний. Ну да. А И на поэтому другого они... коня сесть и прискакать первым. Правильно, он будет бить Да. соперника, коня, чтобы он конь его первым пришел. А тот там. И вот он варит это, говорит: о, какой я человек, вот о собаке подумал. И все это он приготовил и пришел с собаки. дать. Но собака не стала есть. Почему? Она отвернулась и не стала. Гордыня. Даже собака, она почувствовала, что вот многие люди же тоже вот мы портим хорошее начало, вот эту гордыню, они не смогли. Это философия. Даже собака то поняла, и она не стала это есть, потому что пища вся была отравлена гордыней. Гордыня. Для Человек собаки. понял, человек Да. готовил, свою Да, гордыню да. вложил, да? А не в том, что он учуял. Да.